Вот за это время можно было принести торт, между прочим, вы его съели. А кто на это все деньги выделяет? Сами чуваки из своих в этом году на лучше Уральске нужно миллион. Знаете, салют. Вкусный торт тоже стоит за 500 тысяч. Миллион. Телевизор, фотики. Я рассказывал, что... Это был Что, мы их даже покатали? Это, короче, международный конкурс по женщинам. Фактически работал. Более серьезно.
как обычно, подошел Саша Зарянов и сказал: хочешь стать инструктором? Я сказал: ну да, зашибись, хочу. И стал. Даже не помню, это было очень давно, еще в 2000 году. В 2000. Вот поэтому сейчас не вспомните. Под меня позвали. Случайно зашел на кафедру, мне предложили стать инструктором по сетям. Я подумал, еще не пришел, сказал, что да, я согласен. Меня позвали. Совершенно случайно. Хороший вопрос. Меня пригласили, вот я здесь. Александр Зеленов не позвал меня в инструкторы, и поэтому я вынужден был пробиваться силой. Ну, в теории 99, на практике мегабит 70, наверное. Ну, хватает. У меня два канала, один 5 мегабит, другой 2. 10 мегабит обещает оператор. 20 мегабит на загрузку, 1 мегабит на отдачу. 2 мегабит. Не помню. Понятия не имею. Маленький. 56 килобит вот с таким модемом. Статическая маршрут по умолчанию. ОСПФ. USPF. ОСПФ. TCP. RIP. Успех, он звучит так хорошо. Рип. Я его оплачиваю каждый день. Формально нет. На практике, когда я делал лабу по Frame Relay, меня назначили повелителем семитысячника, в смысле нужно было настраивать все маршруты на 7000-м маршрутизаторе, который был Frame Relay сечен. Вот. И в конце лабы у нас не все заработало, и уже потом выяснилось, что это я немного накосячил. Так что формально да, один раз удалось завалить. Может быть, я заваливал кого-нибудь. Ну, студентов на лабе заваливал. Сам не помню, со студентами регулярно. Нет, я заваливал других. Да. Да, Володя. Заваливал, закапывал, откапывал. И это мне еще предстоит откапывать и откапывать. Это аппаратный лутбэк для тестирования студентов. Это напоминание о том, что скоро экзамены. На крайний случай. Это было, по-моему, рождественское отчисление, а потом она уже стала привычным элементом декоративной аудитории и оставили на память. Весится. Для студентов. Для устрашения. Петля там для меня. Ну, тут два варианта. Первое, наверное, в том, что они в принципе пришли, а второе в том, что они пришли не подготовившись. Не ходить на лабы. Курс не читают. Они не приходят ко мне на лекции, там так интересно. Лень. В том, что они ходят на пары. Не читают лекции? В том, что они пошли в универ учиться. Нет, можно сдать курсовую. Лучше не надо. Ищу зарплатодателя. Работодателям не беспокоить. С возвратом. Нет. 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 Да, пожалуйста. Но я думаю, ее стоит брать в мае. Но это, видимо, IPv4 плюс IPv6 и деленное пополам. Это экспериментальный протокол, который так и не пошел в продуктивную эксплуатацию. Наверное, в нем были адреса по 64 бита. Это среднеарифметическое IPv4 и IPv6. Незавершенная IPv6. Такого у нас нет, к сожалению. В5?
Не слышала об этом. Что-то интересное, наверное. Пив пить, пиво, 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 пить. А, 30 мегабайт. Не знаю, я думаю, что они все равно суммаризацию делают, но я думаю, что там несколько сот тысяч, может 1400, по-моему, так. Все, что больше 3 мегабайт, то много. Не знаю, думаю, около гигабайт. Ну, очень много. А можно еще раз вопрос? Еще раз можно? 100-500. Ее расположение, как-то чтобы поближе ходить было. А оптимальный вариант еще, чтобы ближе было к столовой. Вот. В принципе, еще можно новое железо, но я не про утюги, я про оборудование. Поменять маршрутизаторы на новые и коммутаторы на выход. Бардак. Чтобы она была ближе. Промаркировать кабели. Наверное, ее размер. Ну, не знаю, цвет стен, может быть, розовый. Номер. Здравствуйте, уважаемые студенты. Спасибо, что пришли на церемонию. В целях вашей и нашей безопасности все разговоры записываются. Вот. В прошлом году мы очень много думали, кто будет вести церемонию. Кончилось тем, что мы с Сашей Щербининым подрались. Поэтому в этом году мы решили пойти по пути демократии и организовать выборы. Чтобы исключить возможность подкупленного голосования и какого бы то ни было контроля со стороны работодателей, имена номинантов закэшированы. Как мы определим, кого писать? Кому продать свой перемен, обращайтесь. Пожалуйста, опустите бюллетени на голосование. По результатам голосования с результатом 146% на выборах побеждает Александр Зарян. Добрый вечер! Добро пожаловать на торжественную церемонию вручения сертификатов 2012. Наша церемония всегда отличалась от церемоний, проводимых другими академиями. Во-первых, тем, что она есть. А во-вторых, тем, что мы не приглашаем сюда случайных знаменитостей, которые долго и нудно хвалят себя под дружный храп аудитории. Нашими главными героями являетесь вы. Сегодня самый важный день в вашей сетевой жизни.
Сегодня все вы будете отчислены из студентов и зачислены в сетевые специалисты. Все вы получите сертификат, а многие из вас еще и станут обладателями ценных призов. В этом году у нас целых 9 номинаций и широчайший диапазон номинантов. От неудавшегося использования запроса до мертвого кабеля. Студенты и преподаватели там тоже присутствуют, так что не переживайте. Впервые вы выбирали номинации. Впервые вы выдвигали номинантов. Не впервые, но вы определяли, кто будет победителем. Фактически мы оставили за собой только одну вещь – покупку призов. Но не переживайте, в следующем году мы и это исправим. Кстати, насчет денег. Я хотел бы выразить глубокую признательность Уральскому федеральному университету, и думаю, вы меня в этом поддержите. Признательность за то, что он не стал брать плату за вход. Без этого мужественного самоотверженного шага наша сегодняшняя церемония была бы невозможна. Вы готовы начать? Да. Отлично, тогда я объявляю торжественную церемонию вручения сертификатов 2012 открытой. И первым на эту сцену выйдет великий и ужасный психоматематик Александр Щербинин. Приветствуйте! Спасибо. Ну что ж, мне выпала честь наградить первого победителя сегодняшнего. Чувства такие, как надежда, любопытство, интерес, наверное, нам всем знакомы, но иногда наши ожидания не совсем оправдываются. Вот. И нас поджидает великий ужасный облом. Те события и вещи, которые обламывали нас больше всего в этом году, и удостоились быть номинированными в номинации «Облом года». Для каждого номинанта у нас вообще подготовлен диплом, поэтому если вдруг вы услышите, что вас объявили в какой-то номинации, вы не стесняйтесь, выходите, мы вам торжественно его вручаем. Итак, у нас с вами номинация «Облом года», в которой номинированы IPsec OVTorrent не существует. Безуспешное номинирование Drop Table Nominations, безуспешное номинирование успешного номинирования Drop Table Nominations, лабы 4-го семестра группы КБ 401 и, наконец, штекер, воткнутый в роутер наоборот и подававший признаки жизни в виде горящих лампочек. Итак, я вскрываю конверт. Кто же у нас победил? И побеждает штекер, воткнутый в роутер наоборот и не подававший признаков жизни в виде, вернее, подававший признаки жизни в виде горящих лампочек. Вот. В качестве приза победителю достанется торжественная казнь, после которой он попадет в коннекторный рай, где его один раз подключат и больше не будут выдергивать. Так будет сказано. Да уж. Я впервые не хочу не победить ни в одной из категорий. 2 месяца назад у нас был объявлен конкурс видеороликов. Не все студенты приняли в нем участие, но тем больше уважения заслуживает подвиг тех, кто решил себя победить и победил. Встречайте команду ЕПРСТ в составе Александра Брауна, Елены Дедовой и Елены Рожкован. Так получилось, что команда ЕПРСТ представила сразу 3 ролика, и поскольку они были единственными, кто осмелился, они же взяли все 3 призовых места. Третье место занял ролик под названием «Брокберг Cisco». Кстати, у нас есть вопрос, который поступил к нам через доску объявлений. Имеется ли что-то общее в плане сюжета у фильмов «Брокберг Cisco» и «Брокберг Mountain»? И если да, то можно ли его смотреть лицам, не достигших 18 лет? Пожалуйста. Общее имеется, но смотреть можно. Лица до 18 лет ничего не поймут. Ну что, запускаем? А мы будем здесь стоять и ничего не видеть.
занял ролик под названием Enable Password. Пожалуйста, вам слово. Если хотите что-то сказать по этому поводу. Скажи это. А, сейчас он все скажет. Действительно, лучше запустить, там все сказано. Да, смотрим. Видимо, необходим немного предыстории. Да, Один раз мы пришли в аудиторию, и на всех роутерах, во-первых, стоял пароль на Enable, во-вторых, стоял какой-то ужасный Google хостнейм. Это краткое содержание этого дня. Никто не хочет признаваться. Ну что ж, ладно. И первое место занимает, что бы вы думали, ролик под названием «Человек-маршрутизатор». Если хотите что-то сказать перед тем, как мы это посмотрим, скажите. Ну, да. Ты рассказал, только что. Спойлеры. Мы увидели номинацию «Человека-маршрутизатор» и попытались понять, а что же это такое. Смотрим. Теперь настает торжественная часть вручения призов. Во-первых, мы вам вручаем замечательную совершенно 19-дюймовую стойку в стиле лайфстайл. Пожалуйста, внесите приз. Может быть, вручающие пояснят, что это такое? Это 19-дюймовая стойка, замаскированная под... Согласно легендам, бродящим по интернетам, эта идея принадлежит инженерам Google. Вот. Значит, далее, чтобы стойка не пустовала, мы вам дарим цисковский коммутатор, серия которого в 100 раз больше диаметра стойки. Пожалуйста, несите приз.
настоящий. Не из пластилина, не из дерева. Работающий? Да, работающий. Абсолютно работающий. Из кабель питания. Кабель питания в комплект не входит. Батарейки в комплект не входит. И, наконец, самый главный приз состоит в том, что мы приглашаем всех вас стать преподавателями нашей академии. Съемками этих роликов показали, что всеми нужными навыками вы обладаете. И если хотите что-то добавить, пожалуйста. Ну, согласна. Ну что, значит, тогда благодарим еще раз победителей за проявленную смелость и за готовность получать призы. Ну и хоть они в этом и не признались, но на самом деле они сделали еще один ролик, посвященный созданию первых крыльев. Поехали. Сань, ты что поешь-то, ори? Давай. Еще. Ну подольше. Давай. Три. Три. Ну это мы вырежем, конечно. Теперь, Лена, брось незаметно кабель. Засунь, Лена. Затащи кабель, мать. Лена, кабель затащи. Лена, кабель торчит. Еще раз. Dramatic Face. Нет, Лена, под стол. Лена, руки сомкни. Да. Попробуй еще раз Dramatic Face. Лена, иди быстрее. Цыпка. Сейчас мы начнем приступать к вручению сертификатов. Несколько слов о том, как это будет происходить в этом году.
У нас будет 5 эпизодов вручения, в каждом из которых будет вручаться в среднем по 5 штук сертификатов. Почему не 6 эпизодов? Потому что у нас присутствует 5 преподавателей. Вы же когда голосовали, вы видели. В этом-то, в общем-то, и была проблема, что мы готовили нормальные бланки, но у нас люди выбывали, приходилось их срочно перепечатывать, в общем, типография на нас обиделась и сделала то, что сделала. Вот. Значит, вручение будет происходить в 5 этапов, в каждом из которых будет вручено примерно 5 сертификатов. В конце сколько останется. Значит, как это будет происходить? Когда вам вручат сертификат, вы выбираете какой-то из лежащих здесь сертификатов, и этому человеку будет вручаться сертификат следующий. Когда пятерка подойдет к концу, мы его аккуратненько отложим в сторону и вручим, когда настанет следующая сессия обучения. Надеюсь, что процедура понятна. Если непонятно, разберемся по ходу. Начнет ее у нас человек, именем которого назван календарь, Григорий Кушелев. Соответственно, я выберу первый комплект. И приглашается Андрей Богданов для вручения сертификата. Андрей Богданов. Андрей Богданов, раз. Ладно, продано. Пойдем по порядку тогда. Приглашается Василий Локис. Спасибо. Вот, папочка. 4 сертификата, да, всего же. Он просьба выбрать следующего. Вообще любое. Любое. Вот. Так, на награждение приглашается Александр Власов. Так, приглашается Михаил Шушпанов. Пожалуйста. Михаил Шушпанов, дамы и господа. Так, а следующий? Так, следующего. Дмитрий Вольхин. Еще можно попробовать. Так, и согласно, я уже откладываю интервью к следующему. Наш следующий гость уникален. Хотя бы тем, что это не я его позвал стать инструктором, а он меня. Александр Семигрозов. Добрый день. Я рад приветствовать первых выпускников Академии ЦИСКа при Уральском федеральном университете. Вы будете первыми, у кого будет на сертификате красоваться гордое имя Ural Federal University. Вот. Ну и вообще, с появлением Уральского федерального университета жизнь преподавателя в университете резко улучшилась. Давайте посмотрим пример. Здравствуйте. Нам часто сообщают о том, что преподаватели сетевой академии ЦИСКа живут очень хорошо. Можете прокомментировать эти заявления? На самом деле, когда меня звали стать инструктором, я думал, что вообще может предложить университет, что может предложить академия. Грошовый заработок, возможность учиться, конечно, да. Вот. Я не думал, что на самом деле это откроет столько возможностей. Я понял, что все поменялось, примерно когда со мной стали здороваться за руку декан Макаров. Я спокойно стал заходить в деканат, и мне никто не говорил: о, ты кто, ты случайно не отчислен. Нет, сейчас уважение, здравствуйте.
по имени, отчеству. Это приятно, конечно. Не желаете Вот. ли отчислить кого-нибудь? Да, это тоже возможность. То есть теперь можно смотреть свысока на студентов, можно сказать, вы знаете, вы плохо учитесь, наверное, вас стоит отчислить. Вот. Опять же, все тоже боятся, уступают, значит, если вдруг толпа студентов, можно сказать, так, студенты разошлись, преподаватель идет, все расходятся с уважением, конечно, с почтением. Доступ к оборудованию можно делать, что хочешь. Ну, просто берешь, захотел подвинуть стол, подвинул, захотел там, я не знаю, роутер поставить там кверх ногами, пожалуйста. Обычно, когда студентов пускали в классы, если вы занимались, руками ничего не трогать, сидеть строго прямо, время закончилось, пошел вон. Вот. Тут у нас свой класс, свои правила, что хотим, то и делаем. Вы знаете, современные тренды инновационного развития диктуют больший упор на материальные ценности. Что вы можете рассказать о материальной обстановке? Бабло, что ли? Что-нибудь? Нет, ну бабла, как выяснилось, дают очень много. Вот. Ну, во-первых, есть зарплата. Теперь, когда мы стали в УРФУ, федеральный бюджет нас очень хорошо спонсирует. А потом есть разные добавки, премии за хорошую работу, 13-я зарплата, премия, значит, за обучение. Ну, в общем, примерно набегает, ну, порядка 2 миллионов рублей в месяц. В принципе, мне этого в последнее время не очень хватает, поэтому приходится брать дополнительные занятия. Но, в принципе, так худо-бедно свожу концы с концами. Вот. Ну и за счет этого удалось немножко поправить свое материальное положение, да, квартирный вопрос решить. Давно мечтал прикупить на Лазурном берегу виллу, присмотрел, вот благодаря тому, что год отработал хорошо, очень удачно, да, и вот удалось купить эту виллу. А вот, в принципе, еще я увлекаюсь хорошими спортивными машинами, но вот раньше Феррари были не по карману. Вот сейчас, в принципе, я уже рассматриваю покупку новой Феррари. Вот, я думаю, что в скором времени уже должны организовать. Вот. Ну, как видите, там всякая разная мелочевка, электроника, это, конечно, да, то есть там универ нас снабжает. Получается, что, в принципе, даже за это не надо переживать. Вот сейчас обещали нам на инструкторов выписать свежий iPad 4. Вот. Обещали даже с автографом Джобса. Вот. Ну, ждем, конечно, я не знаю, когда это будет, но, в общем, я думаю, что обещали уже скоро. Вот. Если ли вы ностальгии по тем временам, когда у вас был только маленький домик на побережье Турции, и вы прокладывали сети, как Сиал? Нет, сейчас гораздо лучше, когда, значит, попал в академию, да, в эту программу, закрутился. Ну, раньше, ну что такое, ну, я не знаю, меня никто не знал. У меня не было связи, влияния. Сейчас, с тех пор, как я начал участвовать, потом различные конференции, встречи по линии ЦИСКа и так далее, поездки, потом за рубеж, познакомился с руководством компании. Сейчас, в принципе, не знаю, даже вот в интернете там можно найти, ну, конечно, это не очень хорошо, но, в принципе, сам факт. И, конечно же, связи, да, то есть можно спокойно, практически можно в любое там госучреждение, там, к чиновникам спокойно заходить, они теперь, раньше там они скажут, ты кто, кто зашел, ну-ка вышел отсюда, сейчас они, конечно же, по имени, отчеству, здравствуйте, рады вас видеть, чем можем помочь и так далее. Вот. Недавно даже удалось поучаствовать в проекте в интересном. Значит, настраивали проводной, значит, Инет, да, по стандарту Ethernet на iPhone Дмитрия Медведева. Да, того самого, нет, не который президент, а который Дима Медведь Суралмашев. Да, значит, у меня за счет этого, естественно, все рычаги влияния, да, все. То есть, если что-то надо какой-то решить вопрос, просто один звонок, и все решено. Можете ли вы поспособствовать развитию винограда Сколково? Быть может, вы задействуете ваши знакомства в крупных западных корпорациях для этого? Ну, я могу, конечно, звякнуть Джона, он обычно такими штуками интересуется. Вот. Дайте телефончик, потом что-нибудь придумаем. Вот. Ну что, мне пора обедать, я не знаю, что сегодня
в меню. Я надеюсь, что не креветки, потому что королевские креветки мне уже надоели, мне что-то от них изжога. Вот. Ну, посмотрим. Сейчас, подождите секундочку. Джон Чемберс. Сейчас. Ладно, подождет. Вот как раз потом можно будет ему позвонить и порешать вопросы. Вот. Ну и счет за интервью я вам выставлю, да? Существует много вещей, которые заставляют ходить на пары, будь то тяга к знаниям, совесть, в конце концов деканат, ну или пара в середине дня. Но бывают и такие занятия, на которые мы ходим исключительно ради преподавателя. И этим людям мы должны воздать должное. Приглашаем в номинации «Самый забойный препод» Зырянова Александра, Павел Ярослава и Шкребинина Александра. Каждый получает соответствующий диплом. И тоже победитель. Так, интересно, победители у нас получается двое. Зырянов Александр и Щербинин Александр. Но приз у нас только один. Так, приз Ярослава. Так, что? Кому приз? Ну, приз должны поделить. Как делить будем? Не знаю, распилить тут. Уже пытались распилить. Да, Нет, очень Маша, забил это уже. Нет, чтобы честно, нужно, чтобы вот К счастью, Женя забрала свою пилочку на тебе. Думаю, вы сможете справиться с этой задачей. Давай, Саша. Вот. Слушай, может забьем? А давай забьем. Самые забойные преподы. Что у нас следующая партия получения сертификатов. И первый сертификат должен достаться Ксении Жигориной. Давайте следующего. А где Зим? А, И наверху. Читайте, читайте. Или наверху, вот. Вот, наверху надо правильно легче читать. по-русски написано. Арбуз МКТТ. Не знаешь, кто это? Так, ну, откладываем. Это, Откладываем. видимо, типография продолжает с нами шутить. Так, ладно, давайте, какой там следующий? Так. Щелконогов Егор. Давайте следующего. Бочаров Александр. Порядок. Давайте следующего. Слепухина Евдокия. Давайте следующего. Так, это у нас уже, по-моему, шестой, да, будет? Буслаев Алексей. Давайте следующего и откладываем. Останется тайной. Инструктора нашей академии обладают множеством полезных навыков. Так, если вам понадобится откопать кроссовый кабель, то археологические познания этого человека окажутся бесценны.
Встречайте, Ярослав Савий. И снова здравствуйте. Я здесь с тем, чтобы огласить победителя в номинации «Самый хитрый студент». Как вы понимаете, для победы в этой номинации требовалось перехитрить не только нас, но и самих себя. Итак, номинированы на самого хитрого студента Александр Бочаров, Александр Пригорнев, Андрей Иванов и Сергей Заяц. Пожалуйста, выйдите к нам. Так. Значит, сии сертификаты засвидетельствуют, что вы были номинированы. И побеждает в данной номинации Андрей Иванов. Я настолько хитрый студент, что я сдал ЦИСКО. Круто. Голосование. Вы же знаете, что мы специалисты по голосованию. Чтобы и впредь развивать ваши навыки, мы вручаем вам IT-куб. Ура, товарищи! Вообще многие интересуются, как у нас на математике составляется расписание. Иногда напрягаются очень поздно. На самом деле этому есть вполне логичное объяснение. Но, собственно говоря, зачем об этом говорить, лучше это увидеть. Нам нужно в первую очередь расписание для математиков, которые там из разных всех групп ходят, значит. Так, а где, подождите, где у них... Это ты считаешь, а в деканате нам сказали, что нужно для КВН составлять, потому что у КВН не спецкурс. Нет, я понимаю, но нам надо заставить время, чтобы они все могли ходить. А где вот у них расписание? Так. Вот, да сейчас я вам нарисую расписание. Вот, так. Вот. Так. Так, один, третья, вторая пара. Ну все, Неброская скинула программу для составления расписания. Сейчас мы все быстро составим. Ага, вон запускай. Давай теперь первый попробуем. Какая-то получается. Не помогает. Так, давай следующую. Стоит слишком большая. Какая фигня получается. Ладно. Давай следующее. Сейчас посмотрим, там еще одна какая-то есть. Подожди, а как с помощью этой штуки расписание составить? Да фиг с ней расписание. Не, да куда, не туда, назад. Вон, да, Вот не тут,
рядом. Вот, так, пошел. Да ладно, знал я, Вот что он. здесь есть, Да, да. знал ты, да. Все, давай, выходи, сейчас пойдем фашистов. Все. Давай. Духовки для брата. Так, ну что, подходит время вручить еще одну порцию сертификатов. Первый достается Беляевой Анне. Так. Липина Ирина. Браун Александр. Павел Климов. О, Краснов Сергей. Так, ну и уже вслепую выбираем. Отлично. Ну, это пойдет в архив. Что общего у последнего автобуса и пинга при настройке Frame Relay? Если они все-таки приходят, то так и хочется сказать: слава Богу, ты пришел. И сейчас мы узнаем о том, кто был номинирован на это звание. Номинированы Александр Щербинин во второй половине мая. Андрей Иванов. Описывайте во второй половине мая. Преподаватель на последнем тестовом занятии. И четвертая номинация «Такта». Я думаю, мы не будем их вручать. Дипломы и победитель Александр Щербинин во второй половине мая. Добудете машину времени, обратитесь к нам. Спасибо. Большая честь для меня. Выдался этот период достаточно трудным и для вас, и для меня, поэтому... А приз где? Приз, да. Во второй половине мая. Вы его уже получили, разве не помните? Нет, вы его... Но будете во второй половине мая, посмотрите, у вас... Хорошо. Ну что ж. А генеральным спонсором нашей церемонии является Почта России, основанная в 2002 году. Почта России. Доставляем письма на протяжении 10 лет. К сожалению, не все преподаватели смогли присутствовать на сегодняшней церемонии. Ну, например, Евгения Федосеева сегодня получает очередной пояс по борьбе с вредными студентами. Тем не менее, она передает всем вам свои поздравления, а еще она записала для вас небольшой ролик. Давайте посмотрим. Добрый день. Только мы рассказываем всю правду о том, насколько глубоко интернет проник в нашу жизнь. И сегодня мы с вами будем говорить о спорте, взяв в качестве примера несколько классических видов. Внимание на экран. Jansen, and they're going to get him out of
Вы только что видели наглядный пример того, как происходит коллизия в сети. После того, как два пакета сталкиваются между собой, по сети распространяется джем-сигнал, останавливающий все перемещения пакетов. Затем, после того, как истекает таймер ожидания, одна станция возобновляет передачу. Итак, перейдем к следующему ролику. Перед нами классическая ошибка начинающих специалистов. В аксесс-листе должна быть хотя бы одна разрешающая запись, иначе маршрутизатор будет дропать весь трафик, включая полезный. Взглянем еще на один ролик из нашего архива. 1990 European title at the age of 19 and Topic in great form there. Tarasov now. Third attempt at 6:05 will be a new personal best and it stays on. Gives it a little clip. Maxim Tarasov cannot believe it. Перед нами классическое ограничение пропускной способности на интерфейсе. Все пакеты, которые превышают заданный предел, дропаются. Следующий ролик. Pero entonces vamos a ver cómo es este puerto. Mira, aquí vemos una caída. Bueno, fíjate, tenemos aquí vacas. El ganado vacuno que está haciendo las suyas. Esperemos que no haya sido una vaca. Pero pues les hablamos anteriormente de esas caídas y desafortunadamente una circunstancia inesperada. Algún euskaltel ahí por los suelos, en la cola del pelotón. Yo, no sé, según veo un poco más de los síntomas, yo pienso que ha salido una vaca a la carretera y a lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor por nada han esquivado la vaca y bueno, y se han caído, ¿no? Había un corredor también a la derecha de la calzada. Sí. A la izquierda, según vemos las imágenes. В этом ролике мы видим пример, который наглядно показывает работу сети без использования приоритизации трафика. Когда сетевой трафика могут использовать весь канал, неизбежно возникают заторы, негативно влияющие на работу сети. Подобных проблем можно избежать, если зарезервировать для каждого трафика отдельную полосу пропускания. И последний ролик. Well, we're back on the great mountain course where the Swede Igmar Hultström is working hard. He has made no errors in the first round and he must repeat the performance. The Frenchman is close behind him. Yes, very good move from the Swede. But watch out, the Russian York chef is always round for the big moments. Oh, what a mess. Fortunately, the German Friegel is here with his singular technique. Ouch. Здесь мы видим процесс установки TCP-соединений. Сначала клиент посылает запрос к одному серверу, но тот не отвечает. И затем он посылает запрос к другому серверу. Тот отвечает, поддерживает процесс установки соединений. Но в это время приходит команда на выключение, и связь обрывается. А теперь домашнее задание. Какой сетевой процесс мы наблюдаем в следующем видео. Внимание на экран. Итак, какой сетевой процесс вы наблюдали в последнем ролике? Пожалуйста, предлагайте ваши варианты. Победителем будут призы. DOS-атак. DOS-атак. Еще варианты? Бродкаст. Когда свои игры отключаешь, соединяешь свечи кольцом. Все захватывается. Так. Еще варианты? Нам надо 4 варианта.
Ну, можно больше. Доступ ко всем устройствам. Доступ ко всем устройствам. Еще варианты? Пароль 1, 2, 3. Пароль 1, 2, 3, хорошо. Нету больше вариантов, да? Ну что, давайте тогда приступим к награждению. Третье место достается автору версии Broadcast. Пожалуйста, подходите. Медаль за третье место, пожалуйста. Не уходите, нам же нужен подиум. Второе место достается автору версии Necro STP. Первое место мы вручаем автору версии DDoS Attack. И, наконец, самое первое место достается автору версии пароль 1, 2, 3. Ну что, пожалуйста, скажите несколько слов, собравшись. Не ставьте такой пароль. Есть уже дополнительная номинация на Cap of the Year. Ну что, аплодисменты. В ту пору, когда в нашей академии был сайт, нас можно было легко найти в интернете, в Яндексе. Причем по самым неожиданным запросам. Вот лишь некоторые из них. Циско Сергей Павлович. Очередное повышение зарплаты в Уральском федеральном университете, обклад преподавателей вырос на 12. Права человека, в кавычках, изучаются последним разделом в курсе. Поздравляем всех студентов с началом занятий. Зарянов Александр убит. Обмен студентами УРФУ. Зарянов, Шушинская ссылка. Существуют ли учебные курсы типа ЦИСКа, кроме ЦИСКа? Ответы курс фидбэк CCNA Discovery. Антиинфляционной политики России после 1991 года явилась впервые мировой практикой. Россия УРФУ стоимость. Раздеть учителя. Газпром нефть, Зарянов Александр Владимирович. Православные новости Александра Щербинина. Курс CCNP аналогичный CCNA Exploration. Настройка звука в CCNA Discovery. Продается в УЕ ЦИСКа. Стоимость набора для прохождения ТО. Курсы стоимостью 7000. Зарянов Александр Владимирович программный. Университет 1 сентября. Ответ на тест CCNA Discovery. Все для CCNP 2010. Механический факультет. Курсы фотографии. Курсы для полных. Не в курсе еще. Домашняя CCNA лаборатория. Локис в кратком изложении. Тема кандидатской диссертации по ЦИСКа.
Зырянов Александр Владимирович и его дети минус уролог. Лекции по Pocket Tracer. Как сдать Зырянову по-английскому. Достаточно Японии и Франции вопрос в качестве дорого стоял совсем иному первое. Системный Discovery 4, вопросы Тустов. Сиську Александр. Средняя продолжительность занятий сексом. Cisco Certified Network Associate купить. TTN Exploration не на русском. Александр Щербинин, я смотрю на тебя. Кто может дать сертификат о прослушанных курсах? Лаборатория базовых знаний. Курсы визажа цена. Сколько стоит хвастовка в УРГУ? Проходимость Discovery. Зырянов Александр, Екатеринбург, подполковник. Сколько стоит устранить проблему Cisco? Программа курса «Старообрядчество УРГУ». Передали есть контакт, сбили курсы к главному. Cisco начало. Ну да, мода на приквел и все такое. Сколько стоит кандидатская диссертация по физмат-наукам? TTN Exploration ссылки не работают. Ответы на лабораторные работы TTN Exploration. Сетевая лаборатория обыск. Сетевая лаборатория закрыта. Ну что, а теперь поприветствуйте вместе со мной человека, которого в Яндексе не ищут. Александр Смиковский. Я здесь для того, чтобы объявить кандидатов в номинации «Мистер Интуиция». Значит, просим выйти Сергей Заяц. Значит, Слепухин Глеб за угадывание причины проблем в первой битве, пока побудьте. SNA Security, но вот он не пришел, поэтому я ему диплом не дам пока. А вот так, и победителем у нас становится Слепухин Глеб за угадывание причины проблем в первой битве SNA Security. Вот. Ну, призом у нас являются карты Таро, и, видимо, на случай, когда интуиция подведет, мы их победителю обязательно отдадим и диплом тоже об участии. А мы продолжаем вручать наши сертификаты. Сертификатов остается все меньше и меньше. И я приглашаю Андрея Горнушкина. Поздравляю. Огласите, пожалуйста, следующего номината. Путилин Денис. Тогда еще одну. Власов Андрей. Поздравляю. Музафаров Максим. Еще себе. Бушухин Илья. Садыгов Ленар. Так, да, еще одну сертификат. Иванов Андрей.
торжественно приглашается Неустова Наталья. Неустроева Наталья? Да. Поздравляю. Или возьмите кого-нибудь слепую. Свидание вслепую. Это да, сюда. Теперь пришло время номинации Cap of the Year. И хотелось бы сказать, что на матмехе, как нигде в другом месте, чаще всего звучит фраза «это очевидно», и поэтому среди номинантов наверняка была ожесточенная борьба. Номинируется у нас автор такта в номинации «Слава Богу, ты пришел». Все, кто спрашивают, а можете тесты открыть? Елена Дедова за то, что айпишник нашла. Выходим. Шушпанов Михаил за комментарий к Олимпиаде. Мы же такого не делали. Так. Это у нас не люди. Сертификат. Ну, а кто же все-таки победил? Так, а победил у нас Шушпанов Михаил за комментарий к Олимпиаде. Мы же такого не делали. Приз у нас вот был приготовлен, тогда, видимо, зачитайте нам, пожалуйста. Засчитать все? Да, вот у нас Шушпанов Михаил идет, пожалуйста. Да, то есть вам предстоит такая честь зачитать. Сказать несколько банальных вещей нам. Не обязательно читать, можно что-то от себя. Но главное очевидного. Тренируемая модель оси состоит из 7 уровней. Пакет либо дойдет, либо нет. 0 неравной единицы. А что, все читали? Пока не уже есть. Там еще на обратной стороне. И так 3 страницы разглачиваем. Если кадр не дошел, то и пакет не дошел. Эфир есть среда общедоступная. Бит либо равен нулю, либо не равен нулю. По сети передачи данных передаются данные. Неправильные настройки могут не заработать. Сложные пароли сложнее взломать. Глобальная сеть глобальна. Для подключения к беспроводным сетям не нужны провода. Чтобы данные передавались, нужно запустить процесс передачи. Капитан говорит трюизмой. Ну, спасибо. Ну что, значит, у нас наступает столь долгожданный момент. Почему на язык так выросла? Для разнообразия. Значит, наконец-то у нас наступает долгожданный момент презентации цифр галереи. Сейчас скажите, что у нас работает, да. Итак, мы с вами увидим небольшой фрагмент в самом начале игры. У нас есть несколько квестов, которые нужно выполнить. Мы с вами пойдем по генеральному квесту. Ну и он состоит в том, что нам нужно сдать финальный тест. И по слухам это происходит где-то на 5-м этаже университета. Ну что, давайте проверим, так ли это, может быть, у нас получится. Стой! По приказу главы Академии эта территория закрыта для посещения до окончания финального теста. Я пришел сдавать финальный тест, пропусти меня.
Да? И как тебя зовут? Новак. Джим Новак. Посмотрим. Да, ты в списке, можешь пройти. Расскажи о себе. В детстве я мечтал стать исследователем интернета. Даже рисовал карты сетей. Читал много книг, изучал маршрутизацию. Ну, ты понимаешь. Как же ты оказался здесь? Никто не хотел меня взять в команду. Расскажи о себе. В детстве я читал много книг. Как же ты оказался? Никто не хотел. Этого персонажа можно присоединить, давайте это сделаем. Ты можешь присоединиться ко мне. Серьезно? Абсолютно. Спасибо. Меня зовут Книл Дрид. Но ты можешь звать меня просто Книл. Добро пожаловать, Книл. Сейчас мы с вами посмотрим систему инвентаря и персонажа. Значит, у нас, собственно, ролевая система достаточно проста. У нас есть 6 основных классов, которые на все влияют. Она повышается, естественно, с левелапом, и временно ее можно повышать при помощи предметов. Ну, например, если мы оденем свитер сисадмина, то у нас увеличивается, по-моему, силовый образ. Если мы оденем шляпу юзера, то у нас увеличивается выносливость, но при этом уменьшается интеллект. Предметы можно улучшать. Например, если мы в шляпе добавим serial typing, то мы получим шляпу сисадмина, которая уже не ухудшает интеллект. Ее можно и дальше улучшить. При этом мы разберем сетевую карту и приделаем к шляпе антенну. Получим шляпу CI, которая обладает еще более качественным набором характеристик. В общем, все как в реальной жизни. Ну что, теперь пойдем, продадим излишки маршрутизатора, которые мы тут собрали. Деньги нам могут пригодиться для самых разных вещей, например, для сдачи финального теста. А где АС? АС является тестовым предметом, она не присутствует в магазине. Это специально сделано, чтобы вы не продали что-то, что может впоследствии пригодиться. Сейчас подождем спутника. Ну и будем сдавать тест. Сколько IP-адресов доступно в сети класса C? За счет высокого уровня интеллекта мы знаем правильный ответ. 254. Правильно. Какой уровень модели SI отвечает за маршрутизацию? Ну, здесь можно откупиться, но поскольку у нас есть спутник, деньги можно сэкономить. 3 уровень. Правильно. Последний вопрос. Что может изменить природу человека? Большое спасибо. Ну что ж, понравилась игра? Предзаказ можно сделать у Александра Зырянова, видимо. А мы тем временем приближаемся к основным номинациям нашего сегодняшнего вечера. И начнем мы с одной из самых стильных. Это номинация «Мисс Циска». Чтобы стать мисс Циска, нужно обладать рядом выдающихся качеств, быть системным специалистом, но самое главное, нужно быть не просто мистером, нужно быть мисс Циска. Что в мире сетевых технологий удается далеко не многим. Итак,
не откладывая надолго, наши номинантки. Дарья Баранникова, Елена Дедова, Елена Рожкован, Ирина Липина и Ксения Жаглазина. Так, я, к сожалению, не всех знаю. Дарья Баранникова. А вы, Елена Шаповалова? Нет. А, да, Елена. Да, правильно. Получается, что Ирина, Дарья Баранникова. Увы, отсутствуют. Да. Откладываем в архив. Хорошо, тем временем пришло время узнать, кто же мисс ЦСКА. И у нас в этом году побеждают две мисс ЦСКА. Это Елена Дедова и Ирина Липина. Да. Несколько неожиданно. Ну и, собственно говоря, видимо, поскольку вы присутствуете, вы можете выбрать. Конечно, после Desperate. Книгу «Циска для чайных». Ну что ж, поздравляем нашу команду. И двигаемся дальше. И не успел один Александр сменить другого, как его сменяет первый Александр Шергин. А тем временем настало же время вручить сертификаты. Так вот, сертификат вручается Леваеву Михаилу. Выбирайте из оставшихся, кому еще вручить. Так. Кроликов Влад. Отсутствует. Ну, еще одна попытка. Неправильно ответ. Тарасов Никита. Еще раз. Еще раз. Можете обхудиться. Курносенко Алексей. Корзунин Сергей. Его нет. Пойдут на Ростов по каминам. Ничеухин Олег. Ура! Так. И Макс Помазуев. ну, у нас уже пошел процесс самостоятельного вручения. Я могу удалиться. Нет, тоже тянуть. Нет, да. Закрыто. Открыто. Зачитывайте. Баранникова Дарья, увы, как мы выяснили, тоже отсутствует. Еще одна попытка. Дедова Елена. Так. Сертификат на ЦСКА. Аплодисменты, аплодисменты. Выбрать следующего. Блин. Извините, я что-то, да. А что тут вытягивать? Ну, у вас пока есть выбор. Елена Рожкован. Я так и знаю. Замечательно. Ну и раз Елена не захотела выбирать, видимо, придется выбрать мне. Ставров Алексей. Ну что ж, на этом у нас закончились сертификаты. Но раз всем вручили, бурные аплодисменты. А тем временем церемония продолжается. Ну а сейчас мы хотим воздать должное тем, кому мы уже воздавали должное. И для этого
я приглашаю сюда человека, который я уже приглашал. Ярослав Савин. Я здесь с тем, чтобы воздать должное тем, кому мы уже воздавали должное. Правда, в другой области. Мы хотели бы поздравить тех, кто участвовал в наших олимпиадах. Третье место в командной олимпиаде заняла команда ЮКРСТ в составе Александра Брауна, Елены Дедовой и Елены Рожковой. Второе место в командной олимпиаде заняла команда Insight в составе Александра Огородникова, Алексея Ставрова и Василия Лукиса. Первое место в командной олимпиаде заняла команда Шершеда Ситурье в составе Михаила Шушпанова, В 3 лицах. А в личной олимпиаде третье место заняла Неустроева Наталья в одном лице. Второе место в личной олимпиаде занял Шушпанов Михаил. И третье место занял Музафаров Максим. Ура! Слово призерам, если кто-то хочет высказаться по этому поводу. Может быть, нам расшифровать название нашей команды? Extended Protocol for Remote Server Travel. И отдельно хочется отметить Елену Дедову, которая заняла, которая финишировала третьей на Всероссийской Олимпиаде ЦИСКа, но почему-то не заняла третье место. Мы задали вопрос организаторам, как же такое произошло, они ответили, понятия не имею. Сейчас номинация «Человек-маршрутизатор». В прошлом году у нас была номинация «Мистер Циска», ну вот сейчас она по-другому называется, и в тот раз у нас победил маршрутизатор. В этот раз мы решили подчеркнуть, что у нас должен быть победитель все-таки человек. И номинанты у нас следующие. Александр Браун. Александр Огородников. Максим Музафаров. Михаил Шушпанов. И Сергей Заяц. Так, Максиму с нами нет. Ну, а кто же становится человеком-маршрутизатором, мы узнаем через одно мгновение. Им становится Александр Огородников. Стойку его. Спасибо, но я думаю, после фильма стоило бы наградить, конечно, другого человека, но, видимо, голосование проводилось раньше просто. Вы, наверное, слышали о клиповом сознании. Вот. Однако говорят, что ему на смену приходит твиттерное сознание, когда человек не способен воспринимать больше 140 символов за раз. А первое было клиповое. Вот. Мы решили совместить и то, и другое. Встречайте ролик о сплетнике УРФУ. Доброй ночи.
из подпольной телестудии ведет вещание «Сплетни КурФУ». Только у нас вы узнаете всю правду о сотрудничестве студентов УрФУ с кровавым режимом Абчихистана. И сегодня, как всегда, вас ждут шокирующие откровения. Напомним, что в Абчихистане уже не первый месяц проходит демонстрация протестов против узурпировавших власть Шаха Султана. Практически ни одна демонстрация не обходится без провокаторов, метающих бутылки зажигательной смесью. Как выяснил «Сплетни КурФУ», производством коктейлей Молотова занимаются студенты, проходящие подготовку по курсу «Сетевая безопасность». Официально все это называется установка Firewall. Бутылки с зажигательной смесью передаются правительству Абчихистана внутри старых сетевых коммутаторов, которые выбрасываются на университетскую помойку. Позднее эти коммутаторы спокойно пересекают блокпосты ООН, проходя под видом гуманитарной помощи для голодающего населения. Также студенты занимаются обнаружением оставленных по станциям мин. Однако все это меркнет по сравнению с тем, что вы услышите сейчас. Благодаря сведениям, полученным из надежных источников, мы можем с уверенностью сказать, что в стенах УрФУ полным ходом идет разработка человекоподобных киборгов военного применения. В нашем распоряжении имеется фотография опытного образца этого нового вооружения. Вероятно, данная модель предназначена для постановки радиочастотных помех. Также отметим, что боевая часть этих киборгов может быть быстро заменена, о чем говорит снимок устройства без головы. Заметим, что информация о ходе разработок пересылается весьма необычным путем. Вполне возможно, что эти работы ведутся в интересах какого-то иного лица. Как отреагирует на это мировое сообщество? Будут ли введены международные войска, или Абчихистану опять все сойдет с рук? И для кого создается армия киборгов? «Сплетни КурФУ» продолжает пристально следить за развитием ситуации. Ну что, записал? Хорошо, теперь давай международную версию. Good evening to everyone. This is UFU Bulletin. Only we will tell you all truth about Urals Federal University Triska Networking Academy. And today, as always, you can expect some shocking news. In case you forgot, this networking academy is one of the worst academies in the world. Even when you think that they can't shockingly surprise you anymore, they actually can. Let's look at the first image. Used milk bottle with cleaning paper. And that's it. That's all the richest Ural University can buy. Next we see high-end switch that was gifted to Academy by John Chambers himself. And what happened with this gift? They trashed it. Literally. Meanwhile, students play casual games on lectures. And you know what? They allow it. Even approve it by making these images and publishing them on their site. They think that this is cool. No, it's not. When students break wireless network cards for fun, that's not cool. When students falling asleep on lecture, that's not cool. That's awful, because they learn nothing. And then there will be only one way, cheating. And students do it, and instructors film it. And that's how it is. Why this academy still exists? For how long Cisco will ignore all this? If your bulletin will find the answer, and you'll be first to know. Я вижу, что как бы вас действительно удалось шокировать этим фильмом. Вот. И значит, последняя, самая главная номинация сегодняшнего вечера — фейспалм года. Победителю достанется оплачена поездка в Сан-Франциско с посещением штаб-квартиры одной крупной организации. Вот. И на этот великолепный приз претендуют Drop Table Nominations. Так, у меня даже здесь напечатано. Зырянов Александр. Ярослав Савий. Так, я вот не понимаю, почему для меня еще не напечатали эту строчку. Вот. Так, ну давайте посмотрим в конверте, может там как раз фамилия моя. Хотел поехать. Что-то хорошо запечатано. Волнуюсь, потому что. И победителем становится Drop Table Nominations.
Ну, я, в принципе, думаю, что этот случай достоин для того, чтобы номинироваться на облом года. Ну что ж, я вышел для того, чтобы объявить последний ролик про одну студию, которая не так давно открылась у нас в городе по прокачке роутеров. Смотрим. Блин, маршрутизатор 91-го года, а ничего не работает. Заводится с трудом. Постоянно глохнет, ничего не понятно, интернета нет. Кабель подключен, лампочки не горят. Интерфейс 10 мегабит. iOS IPv6 не поддерживает. Флешка постоянно выпадает. USB не работает. Интерфейсов нет. Пожалуйста, прокачайте мой маршрутизатор. Привет! Привет! Отлично. Прокачаешь мой маршрутизатор? Не вопрос, все сделаем по высшему разряду. К нам обратился клиент, ему нужно прокачать свой роутер. Давайте подумаем, что мы можем сделать. Это очень старый, раритетный девайс. Классический. Нужно хорошо сделать, подчеркнуть его сильные стороны. Но я думаю, что после обновления ему понадобится новая система охлаждения, если мы хотим, чтобы он прослужил еще 50 лет. Для этого полезно бы взять более мощные вентиляторы с хорошим радиатором, как эти классические. Отлично, ну и охлаждение, чтобы не уходило у нас тепло, можно сделать чайник. Это, по-моему, будет весьма прикольная вещь. Краска там вся облупившаяся, его не хранили в таком прохладном помещении. Он гонял по разным сетям, в том числе и по российским. Так что цвет у него будет New Cisco Metallic. Видели этот цвет? Офигенный цвет. Салатовый, да. Как этот мотоцикл. Да. Современный маршрутизатор без звука — это ничто. Действительно, звуковые оповещения всегда помогают. Например, когда во время DDoS-атаки запускается полет Валькирии Вагнера, это же прекрасно. Но звук нужно куда-то выводить, а как мы знаем, нет ничего лучше коаксиала. Оптика, которая кое-где бывает совершенно бездушна, в ней нету шумов. Сейчас совершенно новая, очень модная тема, это голосовой ввод, Kinect, все такое. Я думаю, что роутеру тоже нужно это все поставить. Ну, естественно, должны быть команды не беспонтовые, типа там copy running config, startup config, а save config man, или вместо там show IP route, what's going on, чувак. Ну и запомни это. Да, запомни это. Вот. Ну и там, если он ему надоел, вместо беспонтового типа call, ну все, мы прокачали T-роутер по полной программе, поставили Kinect, теперь ты его можешь конфигурировать легким взмахом руки. Этот пакет пошел сюда, этот пакет пошел туда. Управлять им голосом, включить музыку. Выключи. А еще мы тебе сделали мега-кнопку для аварийного уничтожения конфига. Держи, братова.
этой громкой ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю церемонию вручения сертификатов. Удачного вечера, удачного лета, удачной карьеры. И помните, что через год состоится новая церемония вручения сертификатов, на которой мы будем рады всех вас снова видеть. Всего доброго, пока! Помните, мы должны сегодня закончить, потому что у меня столько времени нет. Все, он законнектился. Слышите этот звук? Да. Все. Скачал обновление, да? Все, отключайся. Как вы стали инструктором? А я уже не помню. Наверное, как обычно, Саша Зырянов. Ну, сейчас уже он. Саша Зырянов для меня. Подошел и сказал: а не хочешь ли ты стать инструктором в нашей академии? Я подумал, сказал: это хорошая мысль. Вот. И стал. Ну, естественно, после этого еще нужно было много учиться, готовиться и так далее. Вот. Хотя кого я обманываю? Я летом отдохнул и потом уже стал инструктором осенью. Что-то я загрузился. Можно еще раз дубль? О боже. Ты себя увидел? Да. Нет, так я просто бомж. Рыба нужна? Тишина. Все замолчали, включая того, кому стоит вопрос. Говорить буду я. Молчать я вас спрашиваю. Я не знаю, что остроумно ответить. Да можно не остроумно ответить, а просто... Просто отвечай. Просто отвечай. Первое, что пришел в городу. Как вы стали инструктором? Бананы. Ассоциации со словом инструктор, кстати, вообще. Инструктор. Плавание. Ладно. Хорошо. Как вы стали инструктором плавания? Плавание устно. Ну, сначала я очень много плавал сам на экзамене. На каждом экзамене, да, когда сдавал матан, когда сдавал алгебру, потом уже когда там сдавал другие предметы, да, более навороченные. Вот. И на каждом экзамене я усиленно плавал. Потом я понял, что мне нужно не просто плавать самому, но еще и научить плавать на экзамене других. Саш, какой? Вот ты сейчас левый. Какой левый? Относительно чего левый? Ты вообще можешь хоть сервер взять. Ты же крутой NPC. Да, махать-то мне надо все равно. После того, как два пакета сталкиваются между собой, посетители слышат мне... Кризис надолго. Краска за 50 лет уже наверняка слезла. Я предлагаю сделать его... Цвет. После того, как два пакета сталкиваются между собой, по сети распространяется джем-сигнал. Это длинное предложение. Как вы стали инструктором? Ох, это долгая история. 2 года. Блин, подождите, я не могу. Сейчас. Так, это ваутейк пойдет. Так, еще раз. Как вы стали инструктором? Коллеги, у меня тупняк. Мы только что видели... Кто писал текст? Блин, как бы мне еще выговорить все. Так по одной. По приказу главы академии эта территория закрыта для посещений до окончания финального теста. Глаза смотреть. Так. Почему у нас птицы чирикают? Сейчас. Отключите твиттер кто-нибудь. Кто не может здесь? Доктор, мне кажется, меня преследует
Больше 300 человек? Батенька, да у вас Твиттер. Лучше стало? Так же. Если так же, тогда только шотган поможет. И не просто однотонный, а с полосочками, с крестиками и кружочками. Как логотип Cisco. Да, на нем будут нарисованы ложные порты, чтобы хакеры не смогли туда провода воткнуть. Ну, ложные порты это не стильно. Не стильно? Не стильно. Что вы, коллега, это инспирированный биологией подход, это прекрасно. Это как глаза у бабочек на крыльях. Слышишь? Смотри, у нас, знаешь, что настоящая звезда шоу? Саша Локис. Знаешь почему? Ну, его что? То, что он опаздывает, потому что он приедет и полюбас вас не знает сценария. Вот. Еще самое смешное будет, если он скажет: я хочу чая, я не готов сниматься, пока не попью чай. Еще попросит двойные командировочные за выходной день. Да, и это. Два раза бесплатно, пожалуйста. Да? И как тебя зовут? Нормально. Он стоит и ржет. Очень профессионально, да. Сейчас сориентируемся. Ты серьезно? Да видно же, что нет. Может, тоже включить в ролик. Ты можно будет в ауты включить. Сразу. Спасибо, мое имя Книл. Да. Ладно, сейчас нам я вообще не буду держать. Да ничего не мешает, я еще помешаю. Вот шотландцы. Пошло по-человечески. Кстати, да, левитация. Слушай, а почему он себя левитирует, а у меня вот нет? Я вот могу так сидеть. Она лежит на месте. О, а у тебя разлетается. Не знаю. Вот у меня прижимает. А твои летают? Да, твоя бумажка приклеена к столу. Хорошо, давай поменяемся. Где какая? Вот это, ну что? Давай пересядем. Физические эксперименты. Здесь место такое. Для аварийного уничтожения всей конфигурации держи, брата. Ты на нее начал смотреть. Нет, я не удержался. Не кажется, или Ярослав закрыл полностью? Ярослав полностью закрыл. Как его дальше стало? Так, подожди, дискету-то я откуда достаю? Из кармана. Да просто ты уже ее вставляешь, да и все. Вон, кидай в мусорное ведро. Так, подождите, это со звуком пишется, давайте снова. Удали ее в картину. Держи. На площадку. Работать негры. Так, давай. Камера еще высоко. Спасибо. Мое имя Книлд. Нет, да я не могу работать в таких условиях, да. Теперь перед нами классическая ошибка начинающих специалистов. В Access List должно быть... Чё? Должна быть. Давайте. Так, меня покуда видно? Тебе видно выше руки? Выше. Ниже? Вот, Так. нормально. То, чтобы руки не было видно. Угу. Там дальше не круто. Ладно.
Перед нами классическая ошибка начинающих специалистов. В Access-листе... Ну что, вот у нас дискета. Блин, не дискета, программа. Можно про Бродскую еще сказать. Она же герой составления расписания. Легенда. Давай. Что так искать? Я узнал, как Бродская составляет расписание. Да, скачал с этого, так, вы с текстом определитесь. Еще на несколько дублей сделать. Давай. Да, удачи. У меня тут роль несложная. Простите. Так, как вообще это NPC устал. Как? Да сейчас я вам нарисую расписание. Вот, так. Вот. Так. Один, третья, вторая пара. А почему моих пар-то не видно? Нет, Сначала. Давай начнем сначала. А потом дальше, знаете, как будет? Я уже представляю, чем хочется. Там, я не знаю, там сложная сцена, потом боевая сцена, потом трюки, потом еще там, я не знаю, погоня. Выпрыгнул в окно. Да, дальше, и в самом конце такой зажал. Ну, а тут немножко не получилось, давайте переснимем.